Почему у президента сегодня столько власти? Сегодня наш враг – это злой Запад. Президент вдруг вспомнил о том, что Россия вообще-то федерация. Как будто нет у этих людей и их проблем. Россия продолжает использовать тактику войны без погон. Кризис продлился недолго, но его в России помнят до сих пор. О 90-х часто говорят, как о какой-то страшной сказке на ночь. Мне стало интересно разобраться, почему. Может быть, мы до сих пор живем в этом состоянии, и события, которые происходят сегодня, это продолжение того, что началось 30 лет назад. Я Марина Бочарова. В этих видео я попыталась рассказать, как 30 лет назад зарождалась новая страна и что из этого вышло. Разобраться оказалось непросто. Я родилась в 96-м году, и 90-е на каком-то своем личном опыте совсем не помню. В семье об этом времени особенно не говорили. Я, например, только недавно узнала, что мама голосовала, оказывается, за Явлинского, а дедушку с бабушкой все время голосовали за Зюганова, потому что считали его единственной оппозицией в стране. Я, например, почти всю жизнь живу практически при одном президенте. Вывод лично для себя я сделала, наверное, достаточно простой. Чтобы построить какое-то светлое будущее, надо хорошо усвоить как успехи, так и ошибки прошлого. Один победитель другому навязывает эту конституцию. Объяснять трагедию темы «их там нет» абсолютно необходимо. Русские боялись, что татары провозгласят независимость как союзные республики. Мы делаем абсолютно эстетически сусловскую пропаганду только против коммунистов. Видели эту подготовку, видели там присутствие ФСБ. Я бы жил так же дальше. Партизанил. Войсками Ивана Грозного. Страшно было, ужасно. Трудно сказать, что все закончилось. Именно поэтому важно и нужно знать историю своей страны, а особенно то первое десятилетие, когда она только формировалась и зарождалась. И тогда, возможно, вы сможете сложить свое собственное мнение и свой собственный образ 90-х. И, возможно, он будет отличаться от той страшной сказки, о которой нам говорят с телеэкранов.